Изначально страны Балтии полностью зависели от России в поставках природного газа. А потреблялось его много, особенно промышленностью. И газ постоянно дорожал. Унаследованные от СССР энергоемкие предприятия вынуждены были или перестроиться, или умереть под весом неподъемных расходов на топливо и сырье. Чаще происходило второе. Например, эстонский завод «Нитроферт» мощностью в 300 тысяч тонн азотных удобрений потреблял до четверти всего импортируемого природного газа и до 5% производимой электроэнергии. То есть просто энергоемкость колоссальная. Чисто такая советская. С 2000 года он работал со все более частыми перерывами, а с 2015 фактически встал, хотя официально работу еще не прекратил. В общей сложности потребление природного газа в странах Балтии с 7 с небольшим миллиардов кубометров в 1992 году в 2020 упало до 3,7 миллиардов. Но даже при таком относительно небольшом объеме плохо, если источник один и привязан к трубе, который не развернуть в другом направлении. Годами Таллин, Рига и Вильнюс вынашивали идею строительства совместного терминала по приему сжиженного природного газа, который позволил бы им лишить «Газпром» монополии в регионе и принимать сырье откуда угодно. Но каждая страна тянула проект к себе. В итоге литовцы самостоятельно, вложив 120 миллионов евро, к 2015 году построили в Клайпеде терминал по регазификации СПГ мощностью до 4 миллиардов кубометров в год. Клайпедский терминал отчаянно критиковала российская пропаганда, преподнося как бессмысленную убыточную игрушку. Однако строительство терминала вынудило «Газпром» снизить в 2014 году цену на свой газ для Литвы на 20%. Со временем газ из Клайпеды стала покупать даже Эстония, обеспечивая им около 15% своих потребностей. И особенно в 2022 году стало очевидно, какое огромное стратегическое значение терминал имеет для стран Балтии. Именно благодаря ему еще в апреле Литва отказалась от закупок трубопроводного газа из Российской Федерации, который на тот момент составлял около 40% общего потребления страны. А чуть позже и Латвия с Эстонией. СПГ в Клайпеду сегодня приходит в основном из Норвегии и США. Отказ от российского топлива поднял цены на газ и снизил потребление в странах Балтии примерно на 40%. Больше в ЕС сократило использование только Финляндия, наполовину. Частично по причине закрытия еще выживавших газоемких производств литовского завода удобрений Ахима в Литве, например, частично благодаря замене в котельных на биотопливо и сланцевое масло, как в Эстонии. Одного терминала сжиженного природного газа мало для надежного обеспечения региона голубым топливом. Газовый рынок стран Балтии интегрируется в общеевропейский. Построены трубопроводы, соединяющие регион с Финляндией и Польшей. В эстонском Палдиске в 22-м был построен причал для приема судов с сжиженным природным газом, однако он пока без дела. Работу забрал на себя построенный чуть позже финский терминал в Инкоо.